Почему я решил собрать группу? Потому что я хочу, чтобы у меня все люди, которые приехали со мной, были моими успешными кейсами. Все хотят прийти и сказать, вот научи меня, да? И ты начинаешь учить человека, а ты понимаешь, что у него нужно зажечь, внутри нужно зажечь некий огонек. Поездка в Китай является неким таким топливом, да, для того, чтобы разжечь внутри у человека вот этот огонек. Так вкусно пахнет деньгами. Мы едем встречать сейчас группу предпринимателей, которые решили посмотреть на Китай моими глазами. И в 9:30 утра мы встречаем первых ребят, которые прилетели. Я уверен, что их первая поездка им запомнится навсегда. Вот и они, мои долгожданные друзья. Привет, привет. Как? Вот. Всем привет. Когда прилетел Ваня из Москвы, он прилетел первым. Я понимаю, что он долго летел, но мега позитив, он был меня рад видеть, он мой подписчик на YouTube. Удалось наткнуться на выпуск, соответственно, Артема Степанчука, посвященный бизнесу с Китаем. И что-то меня там зацепило, не знаю, может быть, потому что в каждом выпуске рассказывалось о чайной бизнес-комьюнити. Просто как-то бам, и вот и легло. Ну просто, как-то легло в душе. Я Дима. Привет, Приятно. приятно, Артем. Дима. Ваня. Год или полтора назад я активно начал изучать YouTube-пространство. Предпринимательские каналы, какие-то мотивационные каналы, попал на канал Артема Степанчука. И так сложились обстоятельства, что, глядя на все то, что там происходит, я подумал, блин, здорово было бы поехать, попробовать, посмотреть вообще, что это. Вау, я попал там в космос, там, не знаю, там, все там, высотки, там, дома, там, такие узкоглазые китайцы, там, в общем, меня не удивляло, в общем. Меня зовут Роман, мне 27 лет, я из Украины, из города Умань. Молодой парень, предприниматель, у которого есть большие амбициозные планы, цели на жизнь. Я занимаюсь так или иначе бизнесом с Китаем, да, я просто покупал вначале на внутреннем рынке. И потом пришел определенный момент, когда включился фокус в этот бизнес. И я понял, что надо куда-то идти, надо расти. Наткнулся на один из видеороликов, начал смотреть, интересоваться вообще, а кто, а что. Посмотрел, окей, практик, окей, хорошо, откликается. Я пересмотрел каждый видеоролик. Поехали. Погнали. Изначально у меня стояла задача, чтобы люди не ехали в туристическую поездку побухать. Да? У меня был опыт, я так больше не хочу. У меня другие цели стоят. Гости не войдут. Привет, привет, привет. На каждом жизненном этапе я искал для себя какого-то человека, с которого я могу взять пример, чему-то научиться. Сегодня я смотрю, конечно же, на Степанчука Артема. Как у вас дела? Нормально, только зашли вот. Меня зовут Андрей, мне 27 лет, я сам с Луганска, но живу уже в Киеве около 5 лет. Занимаюсь то есть, инвестициями в недвижимость. Сейчас там еще открыл для себя там пригон машин с Америки. Вот. Я, честно, даже не могу вспомнить, как я узнал про Артема. Ну, то есть я понял, я узнал о нем с Ютуба, это 100%. И я потом узнал, на Ютубе там то-то, затем посмотрел, узнал о том, что есть кантонская выставка, что там очень много по товару представлено. И начал на Ютуб-канале просто смотреть всех блогеров. Ведь на самом деле это не так уж и много по Китаю. Ютуб топчик. Моя задача глобальная стоит, чтобы ребята не только посмотрели с туристической точки зрения на Китай, но и, во-первых, они стали самостоятельными. То есть в следующий раз они могли самостоятельно приехать в Китай и точечно
с максимальной эффективностью выполнять свою любую задачу, используя все мои знакомства, контакты, которые у меня есть, для того, чтобы они получали максимум от бизнеса с Китаем. До этого занимался торговлей, были свои магазины мобильных телефонов, аксессуаров, был дилером от Лайфа прямым. В строительстве тоже немного работал. Образование медицинское, таможенник, 2 образования. Сюда попал как бы по идее работы бизнеса в Китае. Иван, я его знал, мы до этого виделись, он в обучении по бизнесу с Китаем. Иван – это человек достаточно уже состоявшийся, какие-то бизнесы есть. Вместе с тем и он хочет дальше развиваться. В начале года, если я поставил цель, там, 100 тысяч долларов в месяц зарабатывать. То есть он не остановился, а он хочет дальше развиваться. И он выбрал Китай, и он зашел в обучение. Он решил ехать в Китай. И я понимаю, с кем я имею дело. Занимаюсь я уже 4 года бизнесом с Китаем, был айтишником, писал сайты, занимался раскруткой. Какие цели? Расширить немножко свой ассортимент и найти какую-то новую нишу. Максим прилетел сразу в Гонконг на выставку. Он мне писал, и я ему давал консультации, как доехать. Он меня спрашивал там четкие инструкции, я ему говорю, что вот можно так, на выбор. Максим реально медленный, но как экскаватор. Ну, то есть вот он реально, как бы, вот его попроси, он сделает. Вот реально парень толковый. Торговал и материалами для ногтей, и часами с Китая еще лет 10 назад чаиз покупал, перепродавал, то есть как бы открывал этот рынок чуть-чуть. Цель сюда найти товар, быть поставщиком. Какой-то хороший товар привозишь, и через дропшиппинг люди продают твой товар, там сразу большое количество. Андрюха — это человек, который очень, скажем так, с опаской, да, то есть относился. Он хотел поехать в Китай, он понимает, что это круто, он видит вокруг, что происходит, ему хочется. Он хотел со мной встретиться и лично мне передать деньги за тур. Я назначил встречу, чтобы он приехал в ресторан. И буквально мы там пару минут пообщались, я уже понимал, да, то есть, что Андрюху, походу, там много раз кидали на деньги, ну, там, типа, всякие инфо-цыгане и так далее, да. Ну давай, там $1000, сейчас там курьер подъедет, я тебе дам. Я говорю, да не, говорю, так не буду. Он мне сразу же это сказал. Он платил, возможно, и не получал то, что хотел. Моя задача по Андрюхе убрать у него страхи, чтобы он не хотел в руки передавать каждому китайцу деньги, а все-таки как бы немножко по-другому действовал. Я же на сегодняшний день хотел бы просто отработать алгоритм, чтобы этот алгоритм был прибыльный. 20-30% на вложенные средства дохода, закончив полный цикл с Китаем, я планирую, что это должно происходить за месяц, за 2, то есть срок месяц-два. Это меня, для начала вполне устроит. Я работал с китайцами, с турками, с немцами и французами. Со всеми там схема почти одинаковая, но с китайцами она более была ярко выражена. Эта схема называется тотальная честность. Вот прям тотальная честность. То есть, да, лишнего говорить не надо. То есть не надо приходить и говорить: мой севис рубль. То есть, если тебя об этом не спрашивают. Но пытаться там обмануть на каком-то повороте, что-то пририсовать, что-то там такое существенное не договорить, это абсолютно противопоказано. Ну, на самом деле Ваня прикольный, очень прикольный чувак. Вот мне он очень понравился прям со старта. Когда он сказал, что, то есть вообще человек впервые выехал за границу, и он прилетел в Китай, то есть он полетел не в Турцию, Египет, да, куда-то, да, то есть он прилетел в Китай. Я так понимаю, что я его где-то зажег, наверное, либо где-то он зажегся темой Китая. И вот он прилетел, и сейчас уже, когда на него смотришь, у него уже идеи там появляются, там производство, у него уже пошло-поехало, да. Вывести хочу какую-то свою торговую марку, свой бренд, упаковаться. Что мне запомнилось в Роме, то, что мы собирались на 12 часов на чайную церемонию, я приехал, и он говорит: я проснулся сегодня, там что-то в 6 утра, по-моему, он живет на 200 километров от Киева. То есть он говорит: я проснулся, суббота, я проснулся в 6 утра, могу ошибаться, может в 5, чтобы приехать на эту чайную церемонию. То есть человек 200 километров до Киева, проснулся рано, да, то есть приехал на чайную церемонию, чтобы увидеться просто со мной
и посидеть в атмосфере там 40 минут, около часа. Меня плохо мотивирует надо, меня мотивирует хочу. Вот. Если я хочу, все, тотальный фокус и амбиции. Такие были разные моменты в моей жизни, когда у меня был тотальный фокус и какой-то период времени четких, точных действий. И вот он, вот этот, знаешь, результат, вот эта мечта или хотелка, или желание, тоже по-разному можно называть, суть одна. Что касается Китая, то я приехал для того, чтобы, во-первых, увидеть что-то другое однозначно, потому что я часто посещаю выставки в Европе. Товары, связанные с товары для дома, какая-то парфюмерия домашняя, вот все, что вокруг до этого, какие-то игрушки. Дима, когда приехал, у меня сначала была такая какая-то опаска, потому что я его качественно не просканировал, потому что он буквально за пару дней до вылета вписался вообще в поездку, и ему виза не нужна, поэтому он себе смог это позволить. Когда мы встретились, я сразу понял, что Дима перфекционист, Дима слишком уверенный в себе человек. Я понял, что Дима верит в меня, да, вот, и это почувствовалось. Вообще не хочется, чтобы эта поездка, все, чем запомнилась, это там небоскребами, вечерним отдыхом, спать до 12, потому что голова болит, ну там и так далее. Ну типа вот очень не хочется, чтобы она так закончилась. Для того, чтобы она так не закончилась, есть предложение, вот это ввести сухой закон. Никакой бухать. Я не беру людей, которые едут сюда со мной в туризм. То есть мне нужны люди, которые зажженные, хотят результата действительно, и которые хотят, чтобы у них получился бизнес с Китаем, которые хотят чего-то от этой жизни. Мы в ближайшие дни будем посещать много интересных, полезных коммерческих мест. Мы будем на рынке брендовых вещей, на рынке брендовых часов, мы будем на улице Карго, мы будем посещать карго-компании, логистические компании. После этого мы поедем в Шэньчжэнь, на крупнейший рынок электроники в мире, где продается там практически все, что касается электроники. Моя задача дать максимум информации каждого в правильном моменте, правильно помочь ему сфокусироваться на чем-то. Да? И чтобы, если я им дам просто только одну тему, они все выберут одну тему и будут в нее копать. Я хочу дать разные темы, потому что все люди очень разные. И я хочу, чтобы они действительно нашли то, что им нравится, потому что ты можешь продавать действительно успешно продукт только в том случае, если ты, во-первых, от него сам кайфуешь, и если ты в этом продукте еще и эксперт. Вот эти вот моменты, они очень важны, когда ты создаешь бизнес. Ребята сначала к заданию отнеслись так себе. Они рассчитывали, что я буду гусем их водить. Я просел первый день, меня вообще порвало. Я им дал задачу, чтобы они 3 самых интересных товара сняли, добавили в WeChat. Смотришь на каждый товар и тут же бац, как это, ёлки-палки. Громадное помещение.